Жили на свете муж и жена. Давно им уже хотелось иметь ребенка, но его все не было. Однажды жена заболела. Муж спросил у нее, чего она хочет больше всего. Жена ответила, что есть неподалеку великолепный сад, где растет много прекраснейших цветов. Там на грядке есть прекраснейший Рапунцель. Он на вид такой же свежий, такой зеленый, что ей страсть как хотелось отведать его. Но сад был обнесен высокой оградой, и никто не осмеливался входить в него, так как сад этот принадлежал одной колдунье. Она обладала большим могуществом, и все на свете боялись ее. Муж очень любил свою жену и решил достать для нее Рапунцель, чего бы ему это ни стоило. И вот перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдуньи, нарвал в торопях целую пригоршню зеленого Рапунцеля и принес его жене. Она тут же приготовила себе салат из него и с жадностью поела. Салат этот так понравился ей, что на другой день захотелось еще больше, чем прежде. Пробрался муж в сад еще раз, но перед ним уже стояла колдунья. Она гневно на него поглядела и сказала, что он сильно поплатится за воровство Рапунцеля. Он попросил колдунью не гневаться, ведь сорвал Рапунцель для своей жены, которая сильно заболела, а он так сильно любит ее. Гнев у колдуньи немного прошел, и она сказала, что если это правда, то позволит набрать Рапунцеля столько, сколько он пожелает, но при одном условии. Он должен будет отдать колдунье ребенка, который родится у его жены. Муж со страху согласился. Когда жена родила девочку, явилась тотчас колдунья, забрала ребенка с собой и назвала ее Рапунцель. Стала Рапунцель самой красивой девочкой на свете. Когда ей исполнилось 12 лет, колдунья заперла ее в башню. Башня-то находилась в лесу, и не было у нее ни дверей, ни лестницы, только на самом верху было маленькое оконце. Когда колдунье хотелось забраться на башню, она звала Рапунцель, чтобы та спустила свои косы вниз. А были у Рапунцель длинные, прекрасные волосы. Услышит она голос колдуньи, распустит свои косы, подвяжет их вверху к оконному крючку, и упадут волосы вниз. А колдунья взберется тогда наверх, уцепившись за них. Прошло несколько лет, и случилось королевскому сыну проезжать на коне через лес, где стояла башня. Вдруг услышал он пение, а было оно такое приятное, что он остановился и стал прислушиваться. Это пела Рапунцель своим чудесным голосом. Захотелось королевичу взобраться наверх. Стал он искать вход в башню, но найти его было невозможно. Увидел он как-то раз, как колдунья взбирается наверх по косам, которые спустила ей Рапунцель. И на другой день, когда начало уже смеркаться, подъехал королевич к башне и позвал Рапунцель. Она услышала, спустила свои косы вниз, и королевич взобрался наверх. Рапунцель, увидев, что к ней вошел человек, которого она никогда не видела, сначала сильно испугалась. Но королевич ласково с ней заговорил и рассказал, что сердце его было так тронуто пением, что решил он ее непременно увидеть. Тогда Рапунцель перестала бояться. И когда он спросил, согласна ли она выйти за него замуж, она дала свое согласие и протянула ему руку. Вот только не знали они, как им вместе спуститься вниз. Придумали они, что когда королевич будет приходить, всякий раз будет брать с собой кусок шелка, а Рапунцель будет плести из него лесенку. И когда лесенка будет готова, они вместе спустятся по ней и уедут. Колдунья ничего не замечала, пока однажды Рапунцель не спросила, почему это королевича легче тащить вверх. Все поняла колдунья. Разгневалась и вцепилась в ярости в прекрасные волосы Рапунцель. Обмотала их несколько раз вокруг левой руки, правой схватила ножницы и отрезала их. Завела колдунья в густую чащу Рапунцель и спрятала ее там. Привязала она отрезанные косы к оконному крючку
и когда явился королевич, спустила их вниз. Взобрался королевич наверх и увидел колдунью. Она глянула на него своим злобным взглядом и сказала, что не видать ему Рапунцель никогда. Королевич был вне себя от горя и в отчаянии выпрыгнул из башни, но колючие шипы кустарника, на которые он упал, выкололи ему глаза. Бродил слепой королевич несколько лет в горе и печали по лесу. Все время горевал и плакал по потерянной им любимой. Зашел однажды он в густую чащу, вдруг услыхал королевич чье-то пение. Оно показалось ему таким знакомым, и он пошел навстречу. Когда он подошел ближе, то Рапунцель его узнала, бросилась к нему на шею и горько заплакала на радостях. Упали 2 слезинки к нему на глаза, и королевич снова прозрел и стал видеть, как прежде. Привел он ее в свое королевство, и жили они долгие-долгие годы в счастье и радости.